Биологи говорят, что Мексиканский залив и Атлантический океан находятся на грани того, что потенциально может стать одной из крупнейших экологических катастроф, и многие люди даже не подозревают об этом. Вы знаете, что иногда самые красивые вещи оказываются самыми опасными? Что ж, это одна из таких историй. Это напоминание о том, что даже незначительные решения могут привести к серьезным последствиям. Буквально. Еще в 1980-х годах кто-то во Флориде решил, что его аквариумные рыбки слишком красивы, чтобы с ними расставаться навсегда. Поэтому вместо того, чтобы отпустить их обычным путем, они выпустили их в океан. Рыба, крылатки, потрясающие существа с полосами, как у зебры, и элегантными плавниками. Но сегодня они являются одним из самых разрушительных инвазивных видов в морской истории. Ущерб исчисляется миллиардами, целые экосистемы изменились навсегда, и все это благодаря нескольким домашним рыбкам. Прежде чем мы расскажем, как это произошло, нажмите «Мне нравится», если хотите услышать невероятную историю о том, как горстка аквариумных питомцев превратилась в настоящую экологическую катастрофу. Давайте начнем с того, что кажется невозможным. Ученые провели генетические тесты на миллионах крылаток, которые в настоящее время обитают в Атлантическом океане. Карибский. Их находки. Почти все они были получены всего от 6-8 оригинальных рыб. Серьезно? 6-8. Это похоже на историю о происхождении подводного суперзлодея. И это были не просто рыбы, их привезли с Филиппин, и все они были частью одной партии аквариумного импорта. Но что делает крылаток такими неудержимыми захватчиками? Ну, для начала они являются пищевыми машинами. Одна крылатка может съесть до 79% молоди рыбы в районе своей охоты всего за 5 недель. Их желудки могут увеличиваться в 30 раз по сравнению с обычными размерами. Представьте, что вы можете съесть месячный запас пищи за один присест. Это крылатка для вас. И это еще не все. В своих родных водах в Индо-Тихоокеанском регионе они просто еще один хищник, у которого есть естественные враги. Тамошние хищные рыбы знают правила поведения и держатся подальше, но в Атлантике местные рыбы не распознают в них хищников. Они подплывают вплотную, не подозревая, что вот-вот станут обедом. Это все равно, что бросить ниндзя на игровую площадку. Никто не замечает опасности, пока не становится слишком поздно. Кроме того, они размножаются. Одна самка крылатки может отложить до 2 миллионов икринок в год. Они мечут икру каждые 4 дня, круглый год. Да, каждые 4 дня. Эти яйца переносятся течением, распространяя инвазию все дальше и быстрее. А поскольку продолжительность их жизни достигает 15 лет, вы можете понять, почему морские биологи начали бить тревогу. Их распространение напоминает кадры из фильма ужасов. Первое наблюдение за Флоридой произошло в 1985 году. Поначалу казалось, что ничего особенного не произошло, но к 90-му году они стали появляться вдоль восточного побережья Флориды. Затем они начали появляться в Северной Каролине, Южной Каролине и на Багамах. К 2000 году они захватили юго-восточное побережье США. К 2004 году они были повсюду в Карибском бассейне. Менее чем за 20 лет они распространились по океану площадью 4 миллиона квадратных километров. Сегодня их можно встретить на севере до Массачусетса и на юге до Венесуэлы, и они непривередливы. Коралловые рифы, заросли водорослей, мангровые заросли, глубокие воды на глубине 1000 футов, они процветают повсюду. Их видели даже в устьях рек с солоноватой водой. Похоже, они созданы для того, чтобы выживать где угодно. Позвольте мне привести один пугающий пример. В 2008 году ученые исследовали здоровый риф на Багамах.
Затем появились крылатки. За 2 года они уничтожили 65% местной популяции рыб. Некоторые виды исчезли полностью. Крылатки. Они продолжали размножаться, даже когда казалось, что есть больше нечего. Так как же им это удается? Крылатки обладают охотничьими навыками, которые почти не отличаются от обычных. Они загоняют мелкую рыбу в угол, используя свои веерообразные плавники, как ковбои, загоняющие скот. Затем с молниеносной скоростью они бросаются на добычу. Мы говорим о таких быстрых движениях, что высокоскоростные камеры едва успевают их зафиксировать. Самое интересное, что они умны. Исследователи видели, как крылатки объединяются для охоты, что они редко делают в своих родных водах. Они по очереди загоняют добычу в угол, создавая неизбежные ловушки. Некоторые даже используют свои плавники для создания течений, которые сбивают их с толку. А их великолепные плавники. Они вооружены. Каждый позвоночник насыщен ядом, который может вызывать мучительную боль, отеки и даже паралич у людей. Хищники быстро учатся держаться подальше, если выживают при первой встрече. Нашествие крылаток — это настоящий шторм красоты, приспособляемости и разрушений. И, к сожалению, он далек от завершения. Но дело в том, что крылатки в Атлантике не просто инвазивны, они эволюционируют. И это вызывает тревогу. В своем родном Тихом океане крылатки обычно вырастают примерно до 12 дюймов в длину. Но в Атлантическом океане исследователи находят особей длиной более 18 дюймов. Похоже, что на своей новой территории они выросли до огромных размеров. И ущерб от этого не только экологический, но и экономический. Во Флориде нашествие крылаток обходится рыбной промышленности примерно в $150 миллионов в год в виде упущенной выгоды. По всему Карибскому бассейну, где бесчисленные сообщества зависят от рыболовства и туризма, цифры выросли до более чем $500 миллионов в год. И это только прямой удар. Долгосрочный экологический ущерб может легко увеличиться на миллиарды. Последствия ощущаются по-разному в зависимости от того, откуда вы смотрите. Возьмем, к примеру, Багамы. Туризм является краеугольным камнем их экономики, и к 2010 году дайв-операторы начали замечать нечто тревожное. Дело было не только в том, что на их рифах стало меньше рыбы. Слухи о нашествии крылаток распространялись, и туристы отменяли поездки. Места, которые когда-то изобиловали красочной морской флорой и фауной, превратились в подводные пустыни. Затем произошло нечто удивительное. Кто-то попробовал съесть одну из них. Оказывается, крылатки очень вкусные. Их мясо белое, слоеное и похоже на мясо окуня или морского окуня. Это открытие послужило толчком к одному из самых креативных решений проблемы инвазивных видов — компании «Съешь их, чтобы победить». Внезапно крылатки стали появляться в меню ресторанов. Турниры по рыбной ловле, известные как дерби, стали проводиться по всему Карибскому морю. Во время одного из дерби во Флориде дайверы поймали более 1400 крылаток всего за 2 дня. Рестораны высокого класса теперь платят до $20 за фунт крылаток, что делает их одними из самых дорогих в округе. Но вот в чем загвоздка, каламбур. Охотиться на крылаток непросто. Помните о ядовитых шипах? Каждую рыбу нужно аккуратно протыкать копьем или ловить сетью вручную. Вы не можете просто выбросить сеть или леску и надеяться на лучшее. Это делает практически невозможным крупномасштабный коммерческий промысел. В 2012 году инцидент на Багамах показал, насколько опасными могут быть эти рыбы. Во время обычного туристического погружения группа из 5 дайверов заметила то, что они приняли за мягкую крылатку. Один турист, проигнорировав предупреждение, попытался погладить ее, о чем тут же пожалел. Крылатка ужалила их, вызвав сильную боль в течение нескольких секунд. Вскоре после этого они начали задыхаться, а в течение часа
У них была парализована вся рука. Но это был не единичный случай. Только во Флориде ежегодно регистрируется около 400 случаев укусов крылаток, и эксперты полагают, что на самом деле их гораздо больше. Пострадавшие часто описывают боль как более сильную, чем от укуса скорпиона. У некоторых людей боль настолько сильна, что они теряют сознание под водой, что создает угрозу жизни дайверов. Один из самых драматичных инцидентов произошел в 2018 году, когда капитан рыболовецкого судна в Карибском море случайно наступил на крылатку, выловленную сетью. Яд вызвал серьезные симптомы, в том числе опасно низкое сердцебиение и дрожь во всем теле, которые продолжались 3 дня. Ситуация была настолько критической, что их пришлось доставить по воздуху в больницу. Этот инцидент послужил толчком к принятию новых протоколов безопасности при обращении с крылатками при коммерческом рыболовстве. Нет худа без добра. Несмотря на тяжесть этих укусов, еще ни разу не было подтвержденных случаев смерти человека от яда крылаток. Однако последствия могут быть длительными. Некоторые пострадавшие жалуются на повторяющуюся боль или онемение в месте укуса в течение нескольких месяцев или даже лет. Эта проблема привела к некоторым творческим решениям. В 2015 году команда инженеров разработала подводного робота под названием Gaudian LF-1. Эта маленькая машина использует искусственный интеллект, чтобы идентифицировать крылаток, поражать их электрическим током и собирать их. По сути, это что-то вроде подводного терминатора, но для инвазивных рыб. Другие идеи еще более необычные. Некоторые морские биологи начали обучать акул и морских окуней охотиться на крылаток. Они кормили хищников мертвыми крылатками, надеясь, что те проникнутся к ним вкусом. И хотите верьте, хотите нет, но в некоторых местах это срабатывало. В настоящее время задокументированы случаи, когда акулы и морские окуни активно охотились на крылаток в дикой природе. Как раз в тот момент, когда казалось, что люди начинают сопротивляться, крылатки придумали еще один метафорический трюк. В 2016 году ученые обнаружили, что крылатки достигли Средиземного моря, но это были не те рыбы, которые вторглись в Атлантику. Анализ ДНК показал, что это были совершенно новые особи, вероятно, выпущенные из чьего-то аквариума. И в этот момент началось второе нашествие крылаток, на этот раз на другом конце света. И вот что не дает морским биологам спать по ночам. Средиземноморские крылатки не просто выживают, они адаптируются даже быстрее, чем их атлантические собратья. Вода там холоднее, чем обычно нравится крылаткам, но они все равно процветают. Кажется, что они эволюционируют в реальном времени, становясь еще более неудержимыми. Но как раз в тот момент, когда вы думаете, что крылатки — это не что иное, как плохие новости, природа бросает вызов. В некоторых районах, где эти хищники обитают уже некоторое время, местные рыбы начали умнеть. Некоторые мелкие рыбы теперь используют крылаток для защиты. Да, точно так же, как рыбы, которые прячутся среди щупалец медузы. Эти маленькие ребята поняли, что хищники и близко не подойдут к крылаткам. Они, по сути, превратили захватчиков в телохранителей. Ученые также обнаружили кое-что интересное в поведении крылаток. Они умеют общаться. Если одна крылатка понимает, как охотиться на хитрую добычу или избегать ловушки, другие наблюдают и копируют ее. Да, эти рыбы в буквальном смысле учатся друг у друга, а это значит, что у них все лучше получается перехитрить наши попытки контроля. А в 2020 году было сделано открытие, которое застало всех врасплох. Исследователи обнаружили крылаток, обитающих на глубине более 1000 футов. Это холодная, темная вода, где тропические рыбы не должны выживать. Но крылатки не только выживают, они процветают. Что еще хуже, эти глубоководные обитатели действуют как нескончаемый источник подкрепления. Их личинки дрейфуют вверх,
на мелководье, пополняя популяцию, которую мы упорно пытались сократить. Они словно построили подводную крепость, до которой нам не добраться. Но вот в чем загвоздка. Крылатки не просто поедают других рыб, они разрушают целые экосистемы. Уничтожая растительноядных рыб, они позволяют водорослям беспрепятственно расти на кораллах. Со временем это может привести к гибели кораллов, превратив яркие рифы в подводную пустошь. В 2022 году несколько стран Карибского бассейна решили, что с них хватит, и начали операцию «Острие копья», крупнейшую скоординированную операцию по борьбе с крылатками. Они пробуют все, от традиционной подводной охоты до высокотехнологичных решений. Некоторые команды даже обучили дельфинов обнаруживать крылаток на большой глубине. Подход Бермудских островов столь же новаторский. Они запустили программу «Guardian», в рамках которой вживляют устройство слежения в морских окуней и акул, чтобы выяснить, могут ли эти хищники помочь в управлении популяциями крылаток. Каковы результаты? Некоторые хищники становятся специалистами по крылаткам, узнавая, как есть их, не будучи ужаленными. Куба, с другой стороны, мыслит нестандартно. Там начали обучать мурен охотиться на крылаток. Эти выносливые, агрессивные хищники идеально подходят для этой работы. Первые испытания показали невероятный успех. Численность крылаток в некоторых районах сократилась на 30%. И как раз в тот момент, когда вы думали, что крылатки уже не могут стать страшнее, в 2023 году ученые из Florida Keys сделали удивительное открытие. Некоторые крылатки разработали совершенно новую технику охоты. Вместо того, чтобы охотиться в одиночку, они объединяются в группы. Группы крылаток работают сообща, образуя плотные стаи, что облегчает поимку добычи. Они как будто создают свою собственную культуру подводной охоты. Технологии также развиваются стремительно. Инженеры разработали подводный беспилотник под названием «Лиса» или автономный робот для наблюдения за крылатками и отбора проб. Эта маленькая машина работает на глубинах, недоступных для дайверов, используя искусственный интеллект для идентификации крылаток и их поимки или уничтожения. В некоторых версиях даже собираются образцы ДНК, чтобы помочь ученым отслеживать развитие инвазии. Тем временем кулинарный мир вовсю наслаждается этим нашествием. Крылатки теперь стали звездами кулинарных конкурсов. Фирменные блюда и даже экспортные рынки. На Карибских островах проходят недели крылаток, сопровождающиеся фестивалями, посвященными их ловле и приготовлению. Один шеф-повар из Флориды даже приготовил суши-ролл с крылаткой, который стал настолько популярным, что в его ресторане теперь готовят 100 фунтов крылатки в неделю. Несмотря на все эти усилия, нашествие крылаток не прекращается. В 2021 году эти безжалостные захватчики были замечены у берегов Бразилии. Теперь морские биологи с тревогой наблюдают, как они приближаются к богатым рыбопромысловым угодьям вблизи Аргентины и Уругвая. Некоторые модели предсказывают, что крылатки могут достичь Буэнос-Айреса к 2030 году, что может привести к разрушению этих экосистем. Но в этой истории есть поворот, в котором сочетаются надежда и осторожность. В районах, где крылатки обитают десятилетиями, местные виды рыб начинают приспосабливаться. Некоторые из них становятся более осторожными, меняют свои охотничьи привычки и даже охотятся на молоть крылаток. Это эволюция в действии. Но она происходит мучительно медленно. Для многих местных видов этого может оказаться слишком мало или слишком поздно. Затем, в конце 2023 года, исследователи сделали потрясающее открытие, которое перевернуло с ног на голову все, что, как мы думали, мы знали о крылатках. Популяции глубоководных рыб, обитающих на глубине более 800 футов под поверхностью, меняются так, как мы и представить себе не могли. У этих крылаток глаза стали больше,
Появились новые пигментные пятна и способность улавливать биолюминесценцию глубоководных существ. Мы словно наблюдаем, как они эволюционируют в совершенно новый вид. И это становится еще более странным. Крылатки теперь приспосабливают свое поведение к деятельности человека. В районах, где распространена подводная охота, они начали охотиться исключительно ночью. В некоторых местах они даже распознают звук лодочных моторов и прячутся, когда слышат его. Эти рыбы не просто выживают, они стратеги. Тем временем в Средиземном море происходит нечто неожиданное. Крылатки столкнулись с другим инвазивным видом – рыбой-кроликом, которая попала сюда через Суэцкий канал. Эти два захватчика вступили в войну за ресурсы. Как ни странно, это соперничество дает некоторым местным популяциям рыб шанс восстановиться, и, наконец, индустрия моды внесла огромный вклад в эту сагу. Те изделия из кожи крылаток, о которых мы упоминали, они стали настолько модными, что некоторые люксовые бренды теперь выращивают крылаток для выделки кожи. Это вызвало бурную дискуссию. Может ли разведение крылаток помочь сократить популяции в дикой природе? Или это просто создаст новые риски для будущих инвазий? Во Флориде исследователи тестируют метод настолько простой, что он звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Они обнаружили, что крылаток привлекают определенные низкочастотные звуки. Используя подводные устройства, воспроизводящие эти звуки, они могут заманивать крылаток в сети, оставляя при этом местные виды невредимыми. Первые результаты? В эти ловушки можно поймать до 100 крылаток за один день. И на этом заканчивается это невероятное путешествие. История о том, как горстка аквариумных питомцев превратилась в одного из самых неудержимых захватчиков океана. Эта битва охватывает континенты. В ней задействованы передовые научные достижения, и она может навсегда изменить морские экосистемы. Если вам понравилось это глубокое погружение во времена нашествия крылаток, и вы узнали что-то новое, не забудьте нажать «Мне нравится» и подписаться на другие увлекательные истории, подобные этой. Спасибо, что посмотрели, и мы увидимся с вами в следующем видео.